Добрый день, уважаемые винокуры. Сегодня я хочу попробовать сделать самогон грушевый. На дворе уже осень, октябрь месяц, и у меня поспела вот такая вот груша. Один сорт очень ароматный, с хорошим запахом, а второй просто супер ароматный. Запах стоит очень, очень классный, бомба. И такие груши я точно уверен, что не купишь в магазине. Там вообще запаха нет в магазинах. Ну ладно. В общем, я собрал эти все груши. И теперь я хочу сделать из всего этого уже грушевый самогон, грушевку. И посмотрим, что у меня получится. Первым делом нужно будет из всех этих груш, их надо будет перебрать, удалить вот эту вот гнильцу, вырезать и порезать на кусочки, а дальше уже потом перемолоть на мясорубке. И все, что это получится после мясорубки, нужно будет отправить на брожение. Здесь килограмм 40, наверное, 2 двадцатки собрал, 2 ведра, ведра по 20, наверное. Вот первое ведерко я уже обрезал, сделал вот так. Это у меня вот получилось. Вот такая вот груша. Эту сейчас также обрезаю, гниль, режу на кусочки, перемалываю и отправляю на брожение. Итак, я вот только что перемолол всю грушу в кашу. У меня получилось одно ведро груши. Перемалывал я на комбайне, мясорубки нет. Вот такая вот у меня старая мамина машинка, комбайн. Перемолол. Довольно мелко все получилось. И, в общем, 13-литровое ведро и плюс вот эта чашка. В общей сложности взвесил, вышло 14,5 килограмм этой каши. Я буду размещать это в тара. Вот такая 50 литров бочка. Я сейчас это все сюда сгружу. И по моим расчетам, как я раньше уже делал, не с груши, а чачу и другие там с абрикосом, разные напитки делал. Я делал одно вот такое ведро продукта и 1 к 2. И два таких же ведра заливал воды. Добавлял туда 8 килограмм сахара. Вот сейчас делаю то же самое. Вот это вот 14 килограмм добавлю в бочку, засыпаю 8 килограмм сахара и сделаю где-то 2 ведра и может быть еще чуть больше пол ведра из-за этой чашки добавлю сюда. Посмотрим, сколько поместится. Пока что буду делать на обычных диких дрожжах, но мне кажется, что груша сейчас уже как бы осень поздняя, и возможно дикие дрожжи и они тут 50 на 50. Или они играют, или они не играют. И как бы можно испортить все задуманное, и все скиснет. И, конечно, нежелательно, чтобы это получилось. Так что я дрожжи уже прикупил винные, но добавлять их пока не буду. Посмотрим там день-два. Если она будет играть, то оставлю на диких дрожжах. Если она не будет играть, то я добавлю винные дрожжи. Ну все, буду добавлять в бочку. И да, забыл сказать, что кто-то делает сахар, растворяет сразу в ведре, и делает сусло, сахарный сироп, а потом все это содержимое заливает в бочку. Наверное, так правильно по большинству мнению, но у меня как бы свой рецепт, я делаю так, просто пачку сахара, 8 пачек сахара высыпаю прям в бочку, сверху
каши, и потом буду заливать уже этой водой. Она сама там размешается, сама будет играть, и, ну, и все будет хорошо. Можно сделать таким способом, можно сделать, как делают другие винокуры, разбавляют в ведре, в теплой воде, и потом выливают уже сюда. Кто как хочет. Я делаю вот так. Все, вот так вот получилось. Получается, сделал 2,5 ведра воды и во все содержимое. Вот. Место для игры. Шапка, думаю, подниматься будет как раз под крышку. Самое то, что надо. Ну все, закрываем крышкой и ждем пару дней. Если будет играть на своих дрожжах, не будем добавлять дрожжи. Если не будет играть, то добавим дрожжи, конечно. Все. Так, прошло уже 3 суток. Будем сейчас смотреть, что происходит с нашей брагой. Но бульбы, конечно, не играют. Я открывал уже заранее, просматривал. Вообще не бродит. Очень редкие бульбочки появляются, пузырики. Это дикие дрожжи. Но если так вот помешать, то видно, что, конечно, пена есть, что-то где-то играет, но слабовастенько. Конечно, дикие дрожжи это хорошо, но примерно 50 на 50. Либо они сыграют, а могут не сыграть. А если они не сыграют, значит весь труд на смарку. Но я сейчас решил им помочь. Я для этой браги приготовил уже вот такие вот белорусские винные дрожжи. Это не реклама, обычные винные дрожжи, 250 грамм взял. Буду расчет такой, что все по инструкции сделаю. На 10 грамм сока необходимо добавить 1-2 чайные ложки дрожжей. Ну, я 2 ложки на 10 литров добавлю. И также сделаю с остальными бочками. У меня их 3. Здесь такая же брашка получилась. То есть вроде как она играет, но особо она не играет. Вот так если размешивать, то вроде как пена есть, шапка есть, все хорошо, но нужно им помочь. И я добавлю сюда тоже эти винные дрожжи. 2 ложки на 10 литров сока. Вот. Это у меня 2 бочки, которые я в начале видео показывал. Вот. А здесь я заранее делал тоже, это еще раньше бочка стоит. Вот. Здесь я грушу не превращал в пюре, не делал эту кашу, резал на кусочки, и здесь и резал, и кашу делал. Здесь очень много груши, и первая бочка, те же 8 килограмм сахара, 2,5 ведра воды, но груши здесь я даже не помню сколько, здесь, наверное, 2 ведра груши. Но она и молоная, и так кусочками порезанная. Но все равно, она играет потихоньку, но как-то мне не очень нравится. Я тоже сюда буду добавлять дрожжи. Значит, вот эти 2 бочки играют уже 3 дня. Эта бочка играет уже где-то, может быть, неделю. Но я сделал эту бочку и примерно каждый день, может быть через день, подсыпал сюда еще груши, потому что деревьев много, груши падают, сыпятся и гниют, а на это жалко смотреть, вот и режешь, добавляешь. В таком плане. Также на сегодняшний день я еще собрал груш, и уже я их перемолол,
Получилась вот такая вот каша. Вот еще 3 бочечки сделал. Это здесь получается по 12 килограмм молотой груши. Я его сейчас перемолол на комбайне и уже засыпал. Здесь я сейчас в эти бочки, в 3 штуки, я залью 2,5 ведра воды. Вот. Это 13-литровые ведра. И засыплю в каждую бочку по 8 килограмм сахара. И сразу же добавлю дрожжи. Расчет 2 ложки столовой на 10 килограмм получается сока. Вот. В эти бочки я добавлю спустя 3 суток дрожжи. В эту бочку добавлю дрожжи спустя неделю. И в эти бочки добавлю сразу же, сегодня добавлю дрожжи. Пропорции будут везде одинаковые, а время брожения везде разное. Посмотрим, что получится. Так, прошло 2 дня после добавления дрожжей. Будем открывать и смотреть. Вчера открывал, смотрел. Шипение есть, но не такое, как я ожидал. Вот так вот. Первая бочка. Вот, обильно пошло, у меня как булькает. Здесь дрожжи мы добавили спустя 3 дня. После того, как поставил брагу. Шипение обильное. Я, конечно, утром, вечером эту шапочку помешиваю. Шапка маленькая, так как грушу всю эту я перемолол. Утром и вечером размешиваю. И сильно не любуюсь. Закрываю. Также здесь смотрим. Есть такая же шапка. Булькает. Размешиваю. И закрываю. Так, это такая же. И это уже где просто резано и плюс еще пюре добавлял. И потом просто добавлял. Тоже булькает. Но без дрожжей было не так. Также размешиваем. Шипит. А вот эта вот бочка, здесь уже добавляли дрожжи в самый первый день. В те 2 бочки добавляли после 3 дней. В эту бочку добавил спустя, наверное, неделю. А здесь добавил в первый день. Ну, булькает по чуть-чуть. Почти не видно. Не знаю почему. О, зашипело.
Ну и в этих бочках будет то же самое. Что-то слабо булькает, хоть даже и дрожжи добавил. Это бочка, которая добавил в первый день дрожжи. Сразу. Здесь каша. Ну и некоторые груши, которые не перемололись, я их не стал забивать. Зачем так? Шипение обильное. Закрываем. И здесь будет то же самое. Булькает слабо. Перемешиваешь, шипение хорошее. Это второй день после добавления дрожжей. Вот так продолжаем делать утром и вечером, пока это все не осядет и брага достанет горькой. И будем перегонять. Доброе утро. Итак, для вас прошло там несколько минут. Для меня прошло с первой бочки. Сегодня 11 число. С первой бочки прошло времени 15 дней. Две бочки по 15 дней. Это вообще 16 числа, 10 почти месяц. А эти бочки сколько? 11 дней. 11 суток. И начинаем открывать. Вчера я открывал, уже смотрел, что вечером эти бочки, две бочки уже опустились, она уже горькая. Такой сладко-горький вкус. Уже не бродит. Я уже ее помешивал. Но весь осадок сел на дно. Уже не бродит. Но это плюс дрожжи. За 2 недели у меня это рекорд. Здесь такая же бочка. Тоже 27.010 выбродила вся. Буду сегодня это 2 бочки буду сливать. Сначала одну перегоню, потом вторую. Смотрим здесь. Здесь вчера еще плавали. Помните, здесь были кусочки. Ну, каша плюс кусочки нарезанные. И она стояла дольше всех. Здесь груши больше всего. Больше, чем во всех бочках вместе взятых. Самая первая бочка. И сюда скидывали потихоньку. Ну, нарезали. Даже не знаю, сколько здесь груши. Но она стоит самая дольше всего. И посмотрим, что здесь. Здесь еще даже играет. Пузырики видно. Это 31.10. Этой бочке всего лишь 11 суток. Шипит прям, наверное, всем слышно. Очень сильное шипение. Также здесь дрожжи, как и во всех бочках. Помешивать. Мешаю утро-вечер. И как сильно шипит. Еще играет. Ну, посмотрим остальные.
Здесь также шипение сильное. Ну, шапка небольшая, потому что здесь каша, не нарезанная каша, перемолотая груша. Также размешиваем. И еще одна бочка. Здесь у нас шипит слабо, булькает тоже слабовато. Тоже количество дрожжей в каждой бочке. О, зашипело. Помешиваешь, шипит. Ну и почти все уже переиграли. Пока я эти две бочки перегоню, 2 дня пройдет, я как раз эти бочки уже подоспеют. И станет черед их перегонять. Значит, какой сейчас план? План, я сейчас вот эти вот 2 бочки, одну сразу солью, просажу через марлю и залью в куб, поставлю на быструю перегонку. Пока она будет перегоняться, я займусь второй бочкой. Вторую бочку тоже солью, процежу через марлю, подготовлю уже ко второй перегонке. Она быстрая, времени много не займет, не то что вторая перегонка дробная. Вот. А с остальными бочками это примерно займет у меня 2 дня, может быть 3 дня. А с остальными бочками уже, наверное, они как раз к этому моменту подоспеют. Ну все, понеслась. Сливаю эту бочку, процеживаю, ставлю в куб на первую перегонку. В общем, процедил 2 бочки, отжал их через марлю и сито душлаг. Очень такой длительный процесс, нудный, но это того стоит. В общем, собрал куб 37 литров под быстрая перегонка. Режим подстил, аппарат Vane 5 Pro, 37 литров в кубе, где-то литров 35, наверное, вышло. И разогрел уже температура до 90, начала капать где-то с 85, уже первые капли, первая струя вот уже полилась. Видно, да? Течет. Ну все. Также будем перегонять все оставшееся. Полностью. И хвосты, и тело, и головы. Все будем сливать в одну емкость, потому что будем делать вторую перегонку, уже дробную. А сейчас и хвосты, и тело, и головы, все в одну. Итак, вторая банка у нас уже готова под завязочку. Здесь тоже грамм, наверное, 200 выше трешки. Поставил я уже 3-ю банку наливаться, но для измерения, чтобы знать точно, какая температура идет градусов, точнее, струе, я прикрепил уже попугая. И здесь у нас показывается уже ниже 15 градусов на выходе. Так как это фруктовая брага, я, наверное, догоню до 10 градусов и будем завершать. Температура в кубе у нас 97,2. Всю эту процедуру, все эти баночки я сливаю в такую вот емкость, 10 литров, бачок. Ну и также буду дальше перегонять уже остальные бочки. Вот эти вот все. Я их перегоню и потом уже буду делать вторую перегонку. Получается, что у нас с одной бочки выходит 1,5 варки. Это 2 полных трешки. И вот такой вот чуть-чуть наплыв. Ну еще 5 градусов примерно
может быть, полбанки набежит. Третьей банки. Ну все, продолжаем варить дальше. Ну вот, первая баночка уже готова полностью. Где-то 3300, наверное, вышло. Как слеза. Чистенькая. Пошла вторая набираться. Температура в кубе у нас чуть-чуть поднялась. 93,9. Холодильники 2 подряд холодная. Видно. Ну все, продолжаем гнать вторую. Будем гнать до 20 градусов в струе. Собрал я колонну. Вторая перегонка. Дробная. Запустил я вчера вечером. Где-то в 7 часов вечера. И вот уже 10 часов утра, следующий день. Колонна, аппарат Вейн 5 Pro. В колонне сейчас уже спустя, получается, 12 или 15 часов 76 градусов температура. В кубе 89. Холодильники. Видно, что холодные. Головы отобрал я 500 грамм. Проверял на запах. Сейчас уже идет тело. Но спустя, получается, 12 или где-то 15 часов у нас уже вышла вот такая вот баночка. Так, капает потихонечку. Где-то 1-2 капли в секунду. За 12 часов накапало уже 3 литра. Можем сделать замер. Так, это с ней ничего не случится. А замер мы сейчас поставим. Ого. Итак. Ну, ровно 95 градусов. Вот он утонул. И как всегда он поворачивается ко мне спиной. По какой причине? Ну, видно, что здесь 90 утонуло. Даже, да, 95 градусов. Вот, 12 часов, 3-литровая банка, 95 градусов. Ну, продолжаем дальше варить. Добрый день, уважаемые винокуры. Настал тот день, когда весь процесс варки закончился. Первая перегонка, вторая перегонка закончилась. Вышло у меня со всех этих 6 бочек браги по 8 килограмм сахара. Вышло 2 канистры ректификата по 1 канистра 10 литров 94 градуса и другая канистра 10 литров 90 градусов уже чистого спирта из груши. Также вышло чуть-чуть больше 2 литров технического спирта. Это головы, хвосты я не забирал, гнал до 70 градусов в общую тару. И вот что получилось. 2 канистры, 20 литров чистого спирта. Вот. Почти чуть больше вот 3, то есть технического спирта больше 2 литров. Я это сейчас уже разбавил с водой. Сделал первую пробную бутылочку. И можно будет продегустировать. Уже я, конечно, на запах попробовал. Запах грушовый, резкий, очень чувствительный.
и ни с чем его не спутаешь. Теперь можно будет приступить к дегустации уже непосредственно готового продукта. Запах присутствует груши. Вкус тоже груши. Есть, отдает фруктовой продукцией. Фруктовая нотка присутствует. Вот, и послевкусие осталось. Даже можно не закусывать такими вкусными помидорчиками. Можно даже немножко посмаковать послевкусие. В общем, что я скажу? Я доволен грушей, доволен брагой. Выходило 8 килограмм сахара на бочку. Ну, по расчетам примерно выходит, если разбавить все эти канистры, то в бочку 94 градуса мы добавляем по калькулятору самогонщика 13,5 литров воды, а в бочку с 90 градусов добавим 12,5 литров воды. Это получается 26 литров воды плюс 20 литров спирта готового. Получается уже 46 литров готового продукта. Ну, можно сказать, к Новому году я готов. Всем, в общем, здоровья крепкого, хороших напитков и цените натуральное. Пока-пока.